Меня зовут Галина Малая. И сегодня у нас тест-драйв в сравнении двух аппаратов. Это Schayen Solnova One Limited и XNet Solnova Ambition, китайский аналог. Переключение режимов у двух аппаратов разное. Что касается самой процедуры на этих аппаратах, то начинающему мастеру это сложнее, этот сильнее, и на веках с ним работать опаснее. Теперь я покажу на латексе разницу штрихов двух аппаратов. Всем привет! Мы на канале Hanafi. Меня зовут Галина Малая. И сегодня у нас тест-драйв в сравнении двух аппаратов. Это Schayen Solnova One Limited и XNet Solnova Ambition, китайский аналог. Как вы видите по внешнему виду, они совершенно одинаковые. Расскажу небольшую разницу в сравнении этих аппаратов. Например, как они включаются. Оба аппарата включаются совершенно одинаково, удерживая кнопку включения. Включился, но молчит. Чтобы стартануть, нужно еще раз нажать. Второй уже включен, сейчас его выключу. Также зажимаем. И он сразу же включается, уже со скорости. Это первая небольшая разница. Послушайте, они даже при включении звучат по-разному. Это оригинал. Это аналог. Смотрите, внешний вид двух аппаратов абсолютно одинаковый. В левой руке у меня Solnova оригинал. В правой XNet, который аналог. Переключение режимов у двух аппаратов разное. Переключение режима, получается, у оригинала идет ручное, просто управляя аппаратом. Включаем. Зажимаем кнопку. Уменьшили скорость. Еще раз зажимаем. Уменьшили скорость. Приподнимаем скорость. Вот таким методом. Убираете пальчик, скорость фиксируется. Я считаю, по моему мнению, что это небольшой минус, так как мастеру с маленьким опытом работы очень тяжело высчитать вот эту скорость, на какой скорости работать. В отличие от аппарата, который у нас аналог. Переключение режимов у него удобнее, просто путем нажатия кнопки. Взяли, включили. Раз-два, скорость поднимается. Раз-два, скорость поднимается. Раз-два, скорость поднимается. То же самое, то есть вы доходите до пика, и он автоматически спадает на самую минимальную скорость. Что касается комплектов. К сожалению, комплекта от оригинала у меня не осталось, потому что я давно на нем работаю. Но могу на память сказать, что туда входит зарядное устройство, 2 аккумулятора. Вот таких. Чехол, оринги. Это все есть. Это то, что я помню. Что касается комплекта по XNet, аналогу, я сейчас покажу. В него входит, естественно, сам аппарат, зарядное устройство, кабель micro-USB. Также в коробочке идут 2 аккумулятора. Туда входит ремонтный комплект и противоскользящая насадка. У обоих аппаратов ход иглы на 4 мм. Минимальная скорость в Schayen Solnova, который является оригиналом, идет 4,7. Она находится внизу. Посерединке где-то стоит 8,8 и вверху 12. Минимальная скорость у аппарата аналога 5 и самая высокая 12. В характеристиках заявлено у обоих аппаратов одинаковый вес 152 грамма без батарейки, без аккумулятора и 184 с аккумулятором. По моему опыту работы с обоими аппаратами аккумуляторы держат практически одинаковое время работы. Это от 5 до 7 часов рабочий день. Один аккумулятор. Время зарядки аккумулятора также у обоих аппаратов одинаковое 3 часа. У оригинала немецкий мотор.
у аналога японский мотор. Что касается самой процедуры на этих аппаратах, оригинал мощнее, сильнее, опасно для начинающего мастера. Конечно, работающему мастеру очень приятно работать с этим аппаратом. Он чувствует машинку и может под нее подстроиться. Но начинающему мастеру это сложнее за счет мощности. Есть возможность ошибиться. А не оригинал как раз отлично для любого мастера, потому что он дает возможность на ошибку, и он работает мягче. Идеально подходит с работой с веками. Особенно, опять повторюсь, для начинающего мастера, потому что он мягче. Этот сильнее, и на веках с ним работать опаснее. Я очень люблю работать с веками. Для меня тяжелый аппарат, он не страшен при работе с этой зоной. Процедур было много. Естественно, они хорошие. Мне было очень интересно именно с конкретной зоной, с веками, затестить аналог. И он меня приятно удивил. Я сделала 3 век и просмотрела заживчики. Они действительно очень хорошие. Единственный совет – добавлять разбавитель в пигменты Ханафи. Надо добавлять разбавитель, потому что не оригинал красит плотнее, получается очень плотно и меньше нежности. Когда я добавила разбавитель, он прокрасил намного красивее и нежнее. Что касается оригинала, им можно работать без разбавителя. У него разрыв точечки немного больше получается, и тени получаются нежнее. Теперь я покажу на латексе разницу штрихов 2 аппаратов. Беру иглы одинаковые 3001 RL. Напоминаем, что с этой стороны у нас идет оригинал, с этой стороны у нас идет не оригинал. У них 12 режимов. И сейчас мы покажем 5 или 6 различных штрихов на разных скоростях. Начнем с оригинала. На минимальной скорости аналог, как красит, мне нравится больше. Потому что соприкосновение с латексом не такое мощное, и точечка она нежнее. Видно, что латекс не так засаживается, то есть сама точка. Этот оригинал бьет мощнее, и возникает такое ощущение, что идет разрыв небольшой латекса, то есть точка неровная такая, зигзагом. Приподнимаемся ориентировочно на скорость где-то 7. При работе с этой скоростью уже намного комфортнее. Точечка уже идет ровнее. Машинка работает, получается, быстрее и не успевает разрывать, получается, латекс. Но чувствуется, что он мощнее красит все равно. Устанавливаем такую же скорость на другом аппарате. На этой скорости уже возникает такое ощущение у этого аппарата, что как будто бы он немножко торопится, не успевает. То есть не каждая точечка проставляется, как будто пролетает. Но неплохой прокрас далеко. Тоже нежненько получается. Как вы видите, в сравнении, что первую скорость мы взяли, что вторую скорость мы взяли, штрихи абсолютно разные. То есть по штрихам и по работе, и по ощущениям в руке, и с соприкосновением с латексом они действительно абсолютно разные. То есть вот в этом их не сравнить. Поднимаемся выше. 8,8, наверное, даже. При увеличении скорости на данном аппарате с каждым разом работать приятнее. То есть
Не зря он заявлен, что он на низких оборотах, ну, не работает большинство, все равно более высокий оборот берут. Потому что прокрас получается равномернее, точечка, сам пикселечек, он аккуратнее, и разрыв тканей, то есть, ну, латекса в данном случае, намного меньше. Переключаемся на эту же скорость на другом аппарате. Очень схожи штрихи с предыдущей скоростью на этом аппарате. Даже сложно определить разницу. Мне комфортно и на той скорости, и на этой. При увеличении скорости почти не меняется, немножечко становится плотнее. Но комфортно работать мне что на этой скорости, что на это. Большой разницы я не вижу. В отличие от этого аппарата. Как только ты переключаешь режимы на оригинале, ты сразу чувствуешь, что ты переключилась. На неоригинале такого ощущения прям вот нет. Только, наверное, если брать различия между первой нашей скоростью, самой минимальной, которую мы включали. Увеличиваем скорость. Получается, размер пикселей у нас становится друг к другу еще ближе, то есть прокрас становится плотнее. По ощущениям работы просто не моя скорость. Мне нравится скорость чуть-чуть пониже, то есть уже мне сложнее, по крайней мере, с моей скоростью руки работать на данной просто скорости, но подстроиться можно, и это конкретно на игле единички. Скорость за счет того, что на нем тяжело точно сказать, куда ты махнул рукой, на какую скорость, я очень часто определяю ее примерно на слух по звуку. По ощущениям это где-то около 10-10. Сейчас будем подниматься уже на самую высокую, и там уже сравним. Здесь тоже я устанавливаю 10. По звуку слышно, что этот аппарат прям начинает готовиться к взлету. Прям очень такой шум явный. Сейчас проверим на штрихах. На этой скорости, на данном аппарате мне работать комфортнее. Потому что мощность, получается, увеличивается, штришок почти не меняется. Увеличивается небольшая плотность. Ощущение на предыдущих тех трех у меня одинаковое, именно с соприкосновением с латексом. Возьмем заключительную скорость, самую высокую. На такой скорости на данном аппарате я, конечно, на игле единичка не работаю, только на игле Magnum. За счет того, что аппарат работает быстрее, нужно руку ускорять, что для меня, например, сложновато, потому что я работаю в размеренном штрихе. Смотря краем глаза, как летает аппарат, вроде бы я стараюсь работать им быстрее. И машинально хочется сделать сам штрих длиннее. Не скажу, что вызывает какой-то сильный дискомфорт. Есть определенный страх, что можно чуть-чуть подзаглубиться. То есть если где-то потеряли контроль руки, можно сделать черточку за счет этой высокой скорости. Так, и поднимаем на самую высокую этого аппарата.
Ну все, аппарат к взлету готов. Прям у него хороший такой шум. Также при увеличении скорости на этом аппарате хочется работать быстрее. И длину штриха тоже, получается, автоматически я уже увеличиваю. Точечка очень-очень близко друг к другу. Визуально это мне видно, прям как она пылит, прям близко-близко друг к другу. То есть вижу различия скорости этой и, например, вот этой вот второй. При такой мощности краска в игле кончается быстрее. Единственная легкость этой скорости при работе с этим аппаратом, то, что нет такого в голове страха, что ты чувствуешь, боишься потерять руку, что если заглубишься, ну, как будто бы ты руку расслабишь, он может тебе простить это. То есть не будет такого, как может случиться на этом аппарате. То есть это прям интуитивно очень чувствуется рукой. По штришкам мы закончили. Хочу показать еще сравнительные линии, то есть тонкие, например, для волосковой техники, либо для контура губ. Я делаю волосковую технику на высоких оборотах, соответственно, я не буду на маленькие сильно скорости спускаться, спускаюсь примерно на 8. Делаю две абсолютно разные линии. Одна быстро, одна медленно. Третью сделаю непрерывную. И то же самое повторим с этим аппаратом. Пока неприятных ощущений нету, они похожи. Тут уже будет зависеть уже сейчас, когда мы сотрем, посмотрим. И третью линию непрерывную. Вот тут в непрерывной линии прям чувствуется разница. Нету такой стабильности. Мне уже гораздо сложнее удержать аппарат и сделать ровную линию. Посмотрим их, не стирая пока латекс в сравнении. Напоминаю, здесь был оригинал, здесь был не оригинал. Между друг другом, если сравнивая каждую скорость, они очень отличаются. При работе с тонкой линией поняла сильную разницу только на непрерывной прям линии. Также наглядно видно, что оригинал пылит больше. То есть прям пудры от него получается больше. Чувствуется, естественно, что он мощнее. Этот красит удобно, плотно, но скорости между собой прям сходятся. Естественно, есть разница между минимальной скоростью, средней скоростью и большой скоростью. Между ними режимы, они схожи. Сейчас посмотрим, что у нас по остатку. Итак, что мы тут видим? Естественно, видно прям, что все-таки мощность, она никуда у нас не девается. И прокрас у оригинала мощнее, больше. И каждый режим, он прям различный. То есть все вот эти 5 штришков абсолютно разные. Что касаемо не оригинала, прокрас тоже неплохой. Но вот даже последние 3 режима между собой вообще похожи, как будто бы и ничего не менялось. Что касательно более тонких линий, сначала меня напугало, что он меня трясет, но по факту получились аккуратные линии и там, и там. Видно, что на оригинале получилась беспрерывная линия, она поглубже, чем у оригинала.
В заключение скажу, что об этом говорит. Это говорит о том, что и тот, и другой аппарат подходит как для пудровых техник, так и для волосковой техники, для работы с контурами и для работы со всеми зонами. Конечно, если вы опытный мастер и вы располагаете бюджетом, вы можете спокойно позволить себе хорошее качественное оборудование в виде оригинала. Но начинающему мастеру, даже если у вас есть бюджет, я посоветовала бы, конечно, начать с этого аппарата, потому что, как я уже сказала, еще раз повторюсь, он дает небольшое такое право на ошибку. Этот аппарат уже, конечно, вам этого не даст. С вами была Галина Малая. Подписывайтесь на канал Ханафи, пишите комментарии, задавайте вопросы, я обязательно отвечу. Спасибо за внимание. Пока-пока.